24 февраля 1994 года стало началом конца. Конца необычных вещей, происходивших в самом обычном трехэтажном доме в центре английского города Глостер. Этот день также стал началом, пусть и медленного, но раскрытия многих секретов, которые хранились в доме по адресу Кромвель-стрит, 25. В полдень полицейские прибыли по этому адресу, чтобы разыскать владельца дома, Фредерика Уэста. Вместо него дома они наткнулись на его тучную, угрюмую жену Розмари, которая позвонила мужу через минуту после того, как ей показали ордер. «Тебе лучше вернуться домой», — сказала она Фреду, когда тот ответил на звонок своего сотового телефона в микроавтобусе. «Они ищут Хезер и собираются перекопать весь сад». Темноволосый, обезьяноподобный мужчина не переживал по поводу того, что полицейские устроят беспорядок, когда станут переворачивать камни в саду, пытаясь найти тело их дочери. Он остановился у полицейского участка, когда возвращался с работы домой. Он сказал полицейским, что они с Роуз понятия не имеют, где находится Хезер. Но он не переживал по этому поводу. «Многие девушки пропадают», — объяснил он. «Меняют имена и становятся проститутками». Он сказал, что дочь была лесбиянкой и имела проблемы с наркотиками. Роуз, которую допрашивали в доме, рассказала похожую историю. Хезер исчезла в 16-летнем возрасте в 1987 году. Она повторяла, что Хезер была неприятным и ленивым человеком, и кроме всего прочего лесбиянкой. Всю ту ночь Фред и Роуз не ложились и разговаривали. На следующее утро он сел в полицейскую машину. «Я убил ее», — сказал он детективу. Когда они приехали в участок, он рассказал детективу, как он расчленил тело Хезер на 3 части и закопал их. Он постоянно повторял, что Роуз совсем ничего не знала про это убийство. Через 20 минут он полностью отказался от того, что сказал ранее. «Хезер жива, и с ней все в порядке, это точно. В данный момент она может находиться в Бахрейне и работать на наркокартель. У нее есть Мерседес, шофер и новое свидетельство о рождении». Также Фред добавил, что полицейские могут копать где угодно, но все равно не найдут Хезер. Полицейские обнаружили 3 человеческие кости, но эти кости не принадлежали Хезер. Когда Фред услышал об этой находке, он снова признался в убийстве собственной дочери, но сказал, что там похоронены только останки его дочери и ничьи больше. Фред рассказал, как это произошло. Он спорил с упрямой Хезер, бил ее и схватил за горло, чтобы она прекратила смеяться над ним. Вероятно, он сжал горло слишком сильно, потому что она вся посинела и перестала дышать. Он попытался реанимировать дочь, но не обладал соответствующими навыками. Поэтому он положил ее в ванну и открыл холодную воду. Он снял ее одежду, вытащил из ванны и вытер ее тело. Затем он попытался поместить тело в большой мусорный бак, но оно туда не поместилось. Тогда Фред положил тело обратно в ванну и начал думать, как бы уменьшить его. Но перед этим он снова сжал горло дочери, чтобы убедиться, что она действительно скончалась. «Я не хотел трогать ее, пока она была жива. То есть это было бы ужасно, если бы я начал резать ее ногу или горло, а она вдруг ожила». Фред закрыл глаза Хезер, прежде чем расчленить ее. «Если кто-то будет сидеть перед вами и смотреть на вас, вы не сможете направить нож на этого человека». Когда он отрезал голову, он услышал звук. Ужасный шум, похожий на хруст. Очень неприятный. Однако, как только с головой было покончено, он принялся за ноги, выкручивая ступни до тех пор, пока не услышал громкий треск, и нога как бы отошла. Разрезав тело на кусочки, ему все-таки удалось поместить его в мусорный бак. Той же ночью, когда остальные члены семьи Уэст уснули, Фред похоронил тело Хезер в саду, где оно пролежит незамеченным следующие 7 лет. Фред Уэст происходил из старинного рода английских фермеров. Он родился 29 сентября 1941 года в деревне Матч-Маркл, что находится в 120 милях от Лондона. Его родителями были Уолтер и Дейзи Уэсты. Фред был очень симпатичным ребенком с огромными голубыми глазами и светлыми волосами.
Несмотря на войну и нищету, в течение последующих 10 лет после рождения Фреда, в семье Уэстов один за другим родилось еще 6 детей. У Фреда с матерью были очень близкие отношения. Он везде ходил за ней хвостом и готов был сделать все, чтобы она не попросила. Также Фред отлично ладил со своим отцом, которого всегда считал образцом для подражания. Однако красивый малыш вырос неряшливым юношей. Его светлые волосы стали темно-коричневыми, вьющимися и неопрятными. Он унаследовал некоторые самые неприглядные черты лица своей матери: чрезмерно большой рот и щель между передними зубами. Он стал выглядеть как истинный цыган. Фред не был прилежным учеником и постоянно попадал в неприятности, в качестве наказания за которые его частенько били палкой. Его мать Дейзи, которая очень сильно растолстела, очень часто заявлялась в школу и орала на учительницу, которая постоянно наказывала ее любимого сына за ненадлежащее поведение. Из-за этого над Фредом стали подшучивать и называть маменькиным сынком. В 15 лет он бросил школу, так практически и не обучившись грамоте, и пошел работать разнорабочим на ферму. К 17 годам он довольно успешно поработал над своей внешностью и начал ловить на себя взгляды девушек. Фред был чрезвычайно агрессивен в общении с противоположным полом и буквально устраивал охоту на любую девушку, которая ему нравилась. Фред заявил, что его отец занимался сексом со своими дочерьми. Якобы он придерживался логики: «Я тебя породил, и я имею на тебя все права». Но дело в том, что Фред был патологическим лжецом, поэтому сложно сказать, действительно ли его отец устраивал инцест, или его сестры залетели от Фреда. В 17 лет Фред попал в аварию на своем мотоцикле и получил серьезную травму, из-за которой впал в кому на неделю. Впоследствии в его голову установили металлическую пластину. Его нога была сломана и отныне стала несколько короче другой. Некоторые полагают, что именно из-за этой травмы у Фреда будут периодически наступать вспышки ярости и неконтролируемого гнева. Вскоре после окончания лечения Фред познакомился с симпатичной 16-летней Кэтрин Бернадетт Костелло по прозвищу Рена. Девушка с раннего детства имела проблемы с полицией. К тому времени, как она повстречала Фреда, она уже зарекомендовала себя как опытная и искусная воровка. Они влюбились в друг друга с первого взгляда, но отношениям пришел конец, когда несколько месяцев спустя она решила вернуться домой в Шотландию. Фред быстро переключил свое внимание на другую девушку и засунул руку под юбку молодой женщине, которая стояла с ним у пожарного выхода местного молодежного клуба. Ее очень шокировал подобный жест со стороны парня, и она резко оттолкнула его от себя. В результате этого Фред упал с лестницы, ударился головой и потерял сознание. И вот в его жизни за короткий период времени произошло уже 2 воздействия на головной мозг, что, вероятнее всего, сильно скажется на его дальнейшем поведении. В 1961 году Фред вместе со своим другом украл браслет для часов и портсигар из ювелирного магазина, но их тут же поймали. Фред и его сообщник были оштрафованы. Это было только начало всех неприятностей. Через несколько месяцев его обвинили в оплодотворении 13-летней девочки, которая была другом семьи Уэстов. Фред был на удивление несговорчив и не видел ничего плохого в том, чтобы приставать к маленьким девочкам. А разве не все так делают? Этот поступок и последовавший за ним скандал вызвали крупный раскол в его семье. Фреду приказали найти себе другое место жительства. Отдалившись от своей семьи, он пошел работать на стройку. Однако почти сразу же его поймали на воровстве со стройки и на занятии сексом с маленькими девочками. На суде, который состоялся над Фредом по обвинению в сексе с 13-летней девочкой, его врач заявил, что у его пациента наблюдаются эпилептические припадки. В результате Фреду удалось избежать реального срока, но ничего хорошего из этого не вышло. Уже в 20-летнем возрасте Фред был осужден за растление малолетних и мелкую кражу. Это стало полным позором для его семьи. К 1962 году родители Фреда понемногу успокоились и позволили ему вернуться домой в Матч-Маркл. Тем летом его подруга Рена Костелло приехала из Шотландии
и сразу же решила восстановить свои отношения с Фредом. Казалось, что они отлично подходят друг другу. Рена не была среднестатистической девушкой, а скорее опытной преступницей, которая в подростковом возрасте уже была обвинена в проституции и воровстве. На тот момент Рена была беременна от водителя автобуса азиата. Этот факт осложнил отношения пары. Молодые люди втайне поженились в ноябре того же года и сразу же переехали в Шотландию. Родители Фреда были уверены, что Рена вынашивает ребенка их сына. В марте 1963 года родилась девочка, которую назвали Шармейн. Фред попросил Рену написать его матери, что ребенок умер при родах, и что они решились на удочерение девочки смешанной расы. Хотя Рена несколько раз занималась проституцией, ей не доставляло удовольствия быть заложницей сексуального аппетита Фреда Уэста. По словам некоторых писателей, которые изучали дело Фреда Уэста, его сексуальные интересы были далеки от нормальных. Он постоянно, днем и ночью, хотел заниматься оральным сексом и садомазохизмом. Фред устроился работать водителем фургона с мороженым. Эта работа предоставила ему практически неограниченный доступ ко многим молодым девушкам. Для такого сексуально озабоченного человека, как Фред Уэст, это было сродни рая. Его вежливость, кажущаяся благонадежность и искренность, а также его способность рассказывать интересные истории, сделали его привлекательным для подростков, которые постоянно толпились вокруг его фургона с мороженым. Постоянные соблазны отодвинули Рену и Шармейн на второй план. Несмотря на практически ежедневные измены Фреда, он все же был очень привязан к Рене и Шармейн. В 1964 году Рена родила Фреду ребенка, девочку, которую они назвали Анна-Мария. Няня детей Уэста описывала Рену как заботливую мать, которая изо всех сил старалась воспитать детей. Фред же обращался с детьми жестоко. Дети спали на двухъярусной кровати, в которую Фред вмонтировал решетки, что создавало подобие клеток. Пока Фред был дома, дети находились закрытыми в этих клетках. Их разрешалось отпускать только тогда, когда он уходил на работу. Примерно в это время Уэсты познакомились с 16-летней Анной Макфол, чей парень погиб на работе в результате несчастного случая. Анна была так подавлена его смертью, что хоть какую-то отдушину находила в пребывании дома Уэстов. 4 ноября 1965 года Фред наехал на грузовике с мороженым на маленького мальчика. Мальчик погиб. Хотя Фреда признали невиновным, он был обеспокоен тем, что потеряет работу и будет линчеван местными жителями. В итоге он, Рена и двое их детей, а также Анна Макфол и их няня Айза Макнил, переехали в Глостер. Фред устроился работать водителем грузовика на скотобойню. Работа на скотобойне оказала на Фреда огромное влияние. На каком-то этапе у Уэста развилась болезненная одержимость трупами, кровью и расчленением. Нет никаких свидетельств того, что он проявлял такой интерес ранее. Таким образом, сексуальные извращения Фреда Уэста постепенно становились все более навязчивыми в период после его женитьбы. И данные свидетельствуют о том, что некрофилия и желание калечить трупы появились в период его работы мясником. Брак Рены и Фреда становился все более нестабильным. Рена хотела забрать обоих детей с собой назад в Глазго, но Фред отказался, поэтому ей пришлось вернуться в Шотландию одной. Рена очень тосковала по своим дочерям, и в июле 1966 года вернулась обратно в Глостер и узнала, что Фред и Анна Макфол живут вместе в трейлере. Рена сообщила констеблю, что ее муж является сексуальным извращенцем и не способен воспитывать их детей. Как раз в этот же период времени в районе Глостера было зафиксировано 8 изнасилований, совершенных человеком, похожим на Фреда. В начале 1967 года 18-летняя Анна Макфол забеременела от Фреда. Она несколько раз пыталась заставить Фреда развестись с Реной и взять ее в жены. Фред не смог долго выдерживать давление со стороны Анны и в итоге зарезал ее и своего будущего ребенка в июле. Тело девушки было похоронено в парке трейлеров. Мало того, что он убил свою любовницу и их будущего ребенка, он медленно и методично расчленил ее труп и похоронил ее вместе с плодом.
Как ни странно, он отрезал ей пальцы рук и ног, которых не было в могиле. Этот жест станет своеобразной визитной карточкой его будущих преступлений. После исчезновения Макфол Фред начал вести себя очень нервно. Рена переехала в трейлер Фреда, и его жизнь снова потекла мирно и размеренно. Фред с радостью отправил Рену зарабатывать себе карманные деньги с помощью занятий проституцией и начал в открытую ласкать ее дочь Шармейн. В январе 1968 года на автобусной остановке в Глостере была похищена симпатичная 15-летняя Мэри Бастхольм. Многие до сих пор считают, что к этому похищению был причастен Фред Уэст, потому что в последующие годы он аналогичным образом похищал других молодых женщин с автобусных остановок. Между Фредом и Мэри Бастхольм было много связей. Он был клиентом Поп-Ин, где работала Мэри, и Мэри часто подавала ему чай. Фреда часто нанимали работником в этом кафе, если требовалось что-то починить. А Мэри подходила под описание бывшей любви Фреда, Анны Макфол. А один свидетель заявил, что видел Мэри в машине Фреда. В феврале от осложнений после операции на желчном пузыре умерла мама Фреда. Он начал серию мелких краж, из-за чего часто менял работу. 29 ноября 1968 года, когда он работал водителем в пекарне, он повстречал девушку, которая впоследствии станет его женой и той родственной душой, которую он так долго искал. Эту девушку звали Роуз Летц. Розмари Летц родилась 29 ноября 1953 года в графстве Девон в не совсем благополучной семье. Ее отец, Билл Летц, был шизофреником. Мама, Дейзи Летц, страдала тяжелой формой депрессии. Билл Летц был жестоким домашним тираном. Он требовал безоговорочного подчинения со стороны своей жены и детей. Ему доставляло удовольствие дисциплинировать их и искать причины поднять руку. Учитывая психическое поведение Билла и его манеры, присущие мужчинам викторианской эпохи, он не был идеальным работником и перебивался большим количеством низкооплачиваемой работы, не требовавшей особых навыков. В семье постоянно не хватало денег. Его сын Эндрю вспоминал: «Если ему казалось, что мы слишком долго спим, он мог вылить на нас ведро холодной воды. Он мог приказать нам перекапывать сад, то есть буквально весь сад целиком. Затем он шел проверять раскопки как армейский офицер. И если качество его не удовлетворяло, мы должны были перекапывать снова. Нам не разрешалось разговаривать и играть как всем нормальным детям. Если мы слишком сильно шумели, он приходил к нам с ремнем или с веткой от дерева. Он бил нас до полусмерти, пока между нами не вставала мама. И если она посмела сделать что-то подобное, то ей самой приходилось хорошенько прятаться». После рождения 3 дочерей и сына и попыток уйти от жестокого мужа, затяжная депрессия Дейзи привела к ее госпитализации в 1953 году. Ее лечили методом спорной электрошоковой терапии. После нескольких таких процедур, когда в мозг подаются электрические разряды, у Дейзи родилась Розмари. Неизвестно, как данная терапия повлияла на находившийся в утробе плод. Однако в книге про Фреда и Роуз написано следующее. У нее появилась привычка раскачиваться в кроватке. Если ее сажали в коляску без тормоза, она так сильно раскачивалась, что коляска катилась по комнате. Став немного старше, Роуз только качала головой, но могла делать это часами напролет. Это был один из первых признаков того, что, по словам семьи, она была немного медлительной. По мере того, как Роуз росла из младенца в малышку, а затем в маленькую девочку, она часами качала головой, пока, казалось, не гипнотизировала себя до полубессознательного состояния. Дози Рози, как ее называли, была не очень умна, но обладала очень миловидными чертами лица, большими карими глазами, светлым цветом лица и пышными каштановыми волосами. Становясь старше, у нее развилась склонность к полноте. Однако Роуз была достаточно умна, чтобы поладить с отцом. Она немедленно делала все, что он пожелает. Тем самым ей удалось избежать побоев и, напротив, заполучить ласку отца. Учитывая отсутствие интеллектуальных способностей, Роуз не была звездой в школе.
Кроме того, лишний вес сделал ее объектом жестоких шуток сверстников. Она нападала на них и пыталась избить любого, кто издевался над ней. В конце концов, за ней закрепилась репутация вспыльчивой, агрессивной одиночки. В подростковом возрасте у Роуз начали проявляться признаки преждевременного сексуального развития. После приема ванной она ходила по дому голой и залазила в постель к младшему брату, где ласкала его. Правила его отца запрещали ей встречаться с парнями ее возраста. К тому же, ее лишний вес и характер также не делали ее привлекательной у противоположного пола. Поэтому она сосредоточила свой сексуальный интерес на более старших мужчинах в графстве. В январе 1968 года Роуз и другие местные девушки начали переживать по поводу собственной безопасности. С автобусной остановки Глостера исчезла 15-летняя Мэри Бастхольм. Мэри собиралась на свидание со своим парнем. С собой у нее была настольная игра «Монополия». Все, что удалось найти полицейским на остановке, были лишь несколько фрагментов этой игры. Полагали, что это исчезновение связано с серией изнасилований в регионе. Некоторое время Роуз была осторожна, но скука и одиночество заставили ее искать компанию в кругу мужчин. И однажды пожилой мужчина, воспользовавшись ее наивностью, изнасиловал ее. В начале 1969 года Дейзи Летц окончательно надоело быть боксерской грушей для своего мужа. Она забрала с собой 15-летнюю Роуз и временно переехала к своей дочери Гленнис и ее мужу. Находясь без присмотра отца, Роуз проводила много времени ночью. Ее сводный брат заявлял, что она встречалась с несколькими мужчинами намного старше ее, и что Роуз даже пыталась соблазнить его самого. В 1969 году, ко всеобщему удивлению, Роуз вернулась к отцу. Некоторые поговаривали, что между Роуз и отцом была сексуальная связь, и что Билл Летц имел репутацию растлителя маленьких девочек. Но все эти слухи обоснованы не были. Таким образом, в раннем подростковом возрасте Роуз Летц была обречена на скучную и несчастливую жизнь. Она была не очень умна и обладала скверным характером. Она была неудачницей, бунтовщицей против власти и не была сосредоточена на стоящих целях. Напротив, все ее усилия были сосредоточены на поиске любовника старше по возрасту. Каким бы плохим родителем не был Билл Летц, он видел во Фредди Уэсте неподходящего для своей дочери парня. Когда Билл узнал, что Роуз спит с Фредом, он поднял шумиху в социальных службах. Поняв, что обращение в эти службы не приносит должного результата, Билл отправился в трейлер Фреда и начал угрожать ему. Между тем Фреда отправили в тюрьму за различные кражи и неуплату штрафов за предыдущие правонарушения. Роуз снова начала жить с отцом. Это продолжалось до тех пор, пока он не понял, что дочь беременна от Уэста. Тогда 16-летняя Роуз ушла из родительского дома, чтобы присматривать за Шармейн и Анной Марией, а также попытаться разобраться с Фредом, у которого, как ей казалось, всегда были проблемы с законом. В 1970 году она родила девочку, которую назвала Хезер. У нее на руках было 3 детей, о которых нужно было заботиться, парень в тюрьме и постоянные проблемы с деньгами. На фоне этих проблем Роуз постоянно выходила из себя. Она возмущалась необходимостью заботиться о детях Рены и угрожала тем, что будет плохо с ними обращаться. Однажды летом 1971 года Шармейн внезапно пропадает, и Роуз сообщает ее сестре, Анне Марии, что ее забрала мать, Рена. Сегодня высказываются предположения, что в припадке ярости, которые случались у нее довольно часто, Роуз просто зашла дальше обычного и задушила Шармейн. Вообще, во время таких припадков Роуз было сложно контролировать. Она буквально становилась маньячкой. Поскольку Фред находился в тюрьме, когда была убита Шармейн, его участие в этом деле, вероятно, заключалось в том, что он похоронил тело девочки под полом их дома, на Мидленд-Роуд, где оно пролежало более 20 лет. Прежде чем похоронить Шармейн, он отрезал ее пальцы рук и ног, а также вырезал коленные чашечки. Фред будет хранить эту тайну от Роуз до конца своей жизни. Когда ее отец снова попытался забрать ее от Фреда, Фред напомнил ей:
«Давай, Рози, ты знаешь, что было между нами?» Билл Летц заметил, что это заявление расстроило Роуз. Она прокричала отцу: «Ты не знаешь его! Нет ничего такого, на что бы он не был способен. Даже на убийство!» В Глостере проживало большое количество выходцев из Вест-Индии, что создавало развлечения и дополнительный доход как для Роуз, так и для Фреда. Роуз приглашала многих из этих мужчин к себе домой, чтобы заняться с ними сексом. Иногда ради денег, иногда просто ради удовольствия. Фред поощрял такое поведение и наблюдал за процессом сквозь отверстие в стене. Будучи гиперсексуальным, Фреда не интересовал обычный секс. Ему было необходимо, чтобы во время полового акта применялось связывание, вибраторы, присутствовал садизм, лесбиянки и многое другое. Фред фотографировал Роуз в эротичных позах и публиковал их в разделе объявлений в журналах для свингеров. Когда Роуз убила Шармейн, она создала как проблему, так и возможность Фреду в отношении его первой жены Рены. Когда Рена начнет искать Шармейн, было лишь вопросом времени. В августе 1971 года Рена разыскала Уолтера, отца Фреда, в надежде, что он сможет рассказать ей, что случилось с Шармейн. Фред понял, что у него нет другого выбора, кроме как убить Рену. По всей вероятности, он сильно напоил ее, а затем задушил в своем доме на Мидленд-Роуд. Затем он расчленил тело девушки и проделал с ним то же самое, что и с телом Анны Макфол. Отрезал пальцы на руках и ногах. После чего расфасовал останки по пакетам и закопал их там же, где и тело Анны. В том же году Фред и Роуз сдружились со своей новой соседкой по имени Элизабет Агиус, которую они несколько раз нанимали посидеть с детьми. Как-то раз, когда они вернулись домой, Элизабет спросила их, где они были. Парочка откровенно ответила, что они катались по округе в поисках молодых девушек, желательно девственниц. Фред полагал, что если с ним в машине будет находиться Роуз, то у девушек не возникнет никаких подозрений, чтобы сесть в машину. Тогда Элизабет подумала, что они шутят. В другой раз Фред в открытую предложил Агиус заняться извращенным сексом. Она отказалась. И в третий раз ее накачали наркотиками и изнасиловали. В июне 1972 года Роуз родила Фреду еще одну дочь. Они назвали девочку Мэй Уэст. На этот раз ребенок был законно рожденным. Фред и Роуз поженились и официально оформили свой брак в ЗАГСе Глостера в январе того же года. Молодожены решили, что им нужен дом, где они смогут воспитывать своих детей, и где Роуз будет удобнее заниматься проституцией. Выбор пал на дом номер 25 по Кромвель-стрит. Снаружи дом казался небольшим, но внутри он был просто огромен. В нем был гараж и приличных размеров подвал. Они подселили к себе арендаторов, чтобы было проще платить за дом. Это были планы на подвал, и он сказал Элизабет Агиус, что подвал либо станет тем местом, где Роуз будет ублажать своих клиентов, либо сделает там хорошую звукоизоляцию и будет использовать его как свою камеру пыток. Первой посетительницей подвала стала его 8-летняя дочь, Анна Мария. Они с Роуз раздели девочку и сказали, что ей бесконечно повезло иметь таких заботливых родителей, которые научат ее ублажать своего будущего мужа. Затем они связали руки Анны Марии за спиной и вставили в рот кляп. После этого Роуз положила девочку на пол, а собственный отец изнасиловал ее. Боль была настолько сильной, что девочка несколько дней не могла ходить в школу. Родители предупредили, что побьют ее, если она кому-нибудь расскажет о произошедшем в подвале. Как-то в другой раз, когда Фред пришел домой на обед, они с Роуз снова связали девочку ремнями, и Фред быстренько изнасиловал ее. В конце 1972 года Фред и Роуз подобрали 17-летнюю девушку по имени Кэролайн Оуэнс и предложили ей поработать няней. Семье Кэролайн Уэсты пообещали, что будут внимательно присматривать за их дочерью, пока она будет жить в их доме. Кэролайн была очень привлекательной девушкой, настолько привлекательной. Роуз и Фред устроили соревнование, кому первому удастся соблазнить ее. Вскоре Кэролайн сочла семейку Уэстов отвратительной и сказала им, что собирается уйти. Тогда пара схватила, связала и изнасиловала ее.
Фред сказал, что если она не будет делать то, что он хочет, то я запру тебя в подвале и позволю моим черным друзьям отыметь тебя. А когда мы закончим, мы тебя прикончим и прикопаем под брусчаткой Глостера. Напуганная девушка поверила ему на слово. Когда мать увидела синяки Элизабет, она заставила ее рассказать ей правду и после этого позвонила в полицию. Суд состоялся в январе 1973 года. Фреду был 31 год, а Роуз всего 19, и она была снова беременна. Фред смог обмануть судью. Он рассказал, что у них с Элизабет все было по обоюдному согласию. Несмотря на прошлое преступление Фреда, судья не мог поверить, что Уэсты могут быть жестокими, и оштрафовал каждого из них. Некоторое время Уэсты дружили со швеей Линдой Гофф. В конце концов, Линда переехала на Кромвель-стрит 25, чтобы присматривать за их детьми. Что-то произошло между ней и Уэстами, и они убили ее. Фред расчленил тело Линды и закопал ее тело в яме в гараже. Оставаясь верным своему ритуалу, он отрезал пальцы рук и ног и коленные чашечки. Когда родители Линды пришли к Уэстам, разыскивая пропавшую дочь, Фред и Роуз сказали им, что Линда действительно какое-то время жила у них, но затем ушла. Вырисовывалась странная картина. Молодые женщины приезжали пожить в доме 25 по Кромвель-стрит в качестве постояльцев, подруг или нянек, но лишь немногих из них впоследствии видели живыми. Дом медленно становился памятником порочности его обитателей. «1973 год стал для Уэстов настоящим праздником. Им удалось отделаться от изнасилования Кэролин Оуэнс и обвинений в похищениях одним лишь штрафом. А в убийстве Линды Гофф полиция и вовсе их не заподозрила. Затем, в августе, родился их первый сын Стивен. Окрыленные своим успехом, в ноябре они похитили 15-летнюю Кэрол Энн Купер и устроили с ней свои сексуальные развлечения до тех пор, пока она не утратила свою ценность. Затем девушку задушили, расчленили и закопали. Она пополнила растущий сад смерти по адресу Кромвель-стрит 25. Трудолюбивый Фред не переставал улучшать свой дом. Он расширил подвал и снес гараж, чтобы возвести пристройку к основному зданию. Его не волновало, что все эти работы проводились в очень необычное время. Более месяца спустя студентка университета Люси Партингтон приехала в дом своей матери, чтобы отметить Рождество. 27 декабря она отправилась навестить свою подругу-инвалида. Но девушка немного засиделась в гостях и пропустила вечерний 10-часовой автобус. Ей не посчастливилось встретить Фреда и Роуз, которые, скорее всего, ударили ее и увезли. Как и Кэрол Энн Купер, ее пытали на протяжении недели, а затем убили, расчленили и закопали тело на месте стройки Фреда. Расчленяя девушку, Фред порезался, и 3 января 1974 года ему пришлось обратиться в больницу, где ему наложили швы. Люси, как и Кэрол, была объявлена пропавшей без вести, но ничего не могло связать пропавших девушек с Уэстами. Между апрелем 1974 года и апрелем 1975 года 3 молодых девушек, 21-летнюю Терезу Зигенталер, 15-летнюю Ширли Хаббард и 18-летнюю Хуаниту Мот, постигла участь Кэрол Энн Купер и Люси Партингтон. Их пытали, а затем расчленили и закопали под подвалом дома Уэстов. Связывание становилось главной забавой для Фреда и Роуз. Голова Ширли была полностью обмотана лентой, а в нос была вставлена пластиковая трубочка, чтобы девушка могла дышать. С Хуанитой обошлись куда более жестоко. Ей заткнули рот кляпом, сделанным из 2 длинных белых нейлоновых носков, похожих на те, что носила Роуз, бюстгальтера и 2 пар колготок. Затем ее связали кусками веревки с пластиковыми вставками, вроде тех, что используются для сушки белья. Узел был очень сложным. Петли стягивали ее руки и бедра, оба запястья, обе лодыжки и голову. Веревки проходили вдоль и поперек тела девушки. Хуанита практически не могла двигаться, она лишь извивалась, как пойманное в ловушку животное. Затем Уэсты изготовили 2-метровую веревку со скользящим узлом на конце
образующим петлю. Ее использовали, чтобы подвесить тело Хуаниты за балки на потолке подвала. Это кажется невероятным. Но имея в своем подвале камеру пыток, Фред продолжал привлекать внимание полиции своими кражами и скупкой краденого. Фреду было необходимо продолжать воровать, чтобы оплачивать проекты по улучшению жилища. Его проекты по благоустройству дома были необходимы, чтобы сохранять чудовищные привычки его жены и его самого под слоями бетона. В 1976 году Уэсты выманили из интерната для несовершеннолетних хулиганок девушку, которую суд впоследствии назовет мисс А. На Кромвель-стрит мисс А завели в комнату с двумя обнаженными пленницами. Она стала свидетелем пыток и изнасилований двух девушек со стороны Фреда и Роуз. Одной из девушек, по всей видимости, была Анна Мария, дочь Фреда, которая была постоянным объектом сексуального садизма супругов. Фред не только насиловал и пытал дочь сам, но и приводил домой друзей, которые по очереди или сразу все вместе проделывали с бедной девушкой то же самое. В 1977 году верхний этаж дома был переоборудован для возможности размещения большего числа жильцов. Одним из них была 18-летняя Ширли Робинсон, бывшая проститутка с бисексуальными наклонностями. Ширли начала отношения как с Фредом, так и с Роуз. Она забеременела от Фреда после того, как Роуз забеременела от одного из своих чернокожих клиентов. Хотя Фреда устраивал тот факт, что его жена Роуз беременна межрасовым ребенком, сама Роуз была в бешенстве от того, что Ширли вынашивает ребенка от Фреда. Ширли наивно полагала, что сможет переключить внимание Фреда с Роуз на себя, но в итоге поставила под угрозу собственное существование. Роуз явно дала ей понять, что Ширли следует уйти. И Ширли ушла. А уже через 7 месяцев после того, как Роуз родила Тару в декабре 1977 года, Ширли пополнила кладбище похороненных на Кромвель-стрит девушек. Подвал был переполнен, поэтому Ширли и ее нерожденного ребенка похоронили в заднем саду. В этот раз Фред расчленил и девушку, и ее ребенка. В ноябре 1978 года у Роуз и Фреда родилась еще одна дочь, Луиза, которая стала уже 6-м ребенком в этой полной странностей семье. Фред также оплодотворил свою дочь Анну Марию, но эта беременность протекала ненормально, и ее пришлось прервать. В мае 1979 года отец Роуз умер от болезни легких. Несколько месяцев спустя Уэсты вернулись к своим прежним проделкам и убили трудного подростка по имени Элисон Чемберс, после того, как они пытали и изнасиловали ее. Ее тело, как и тело Элисон, было закопано на заднем саду. Дети были в курсе некоторых событий, происходивших в доме. Они знали, что Роуз была проституткой, а Анну Марию насиловал отец. Когда Анна Мария переехала жить к своему парню, Фред переключил свое внимание на Хезер и Мэй. Хезер сопротивлялась отцу, за что ее избивали. В июне 1980 года Роуз родила Фреду второго сына, Барри. И в апреле 1982 года Роуз родила девочку, Розмари-младшую, которая не являлась дочерью Фреда. В июле 1983 года Роуз родила еще одну дочь, которую назвали Люсианна. Она была мулаткой, как Тара и Розмари-младшая. Роуз становилась все более раздражительной и порой била детей без всякого повода. Стресс от такого количества детей в семье сказался и на без того неустойчивой психике женщины. Вероятнее всего, Уэсты продолжали свои темные дела, но не закапывали новых жертв по адресу Кромвель-стрит 25. В 1986 году стена молчания дочерей Уэстов была разрушена. Хезер рассказала своей подруге о зверствах отца, похождениях матери и собственных избиениях. Подруга рассказала об этом своим родителям, которые дружили с Уэстами. После этого жизнь Хезер превратилась в кошмар. Когда родители убили ее, они рассказали детям, что Хезер ушла из дома. Фред попросил своего сына Стивена помочь ему вырыть яму в заднем саду, куда Фред впоследствии положил расчлененное тело дочери. Роуз построила свой бизнес в качестве проститутки, размещая объявления в специализированных журналах. Они с Фредом искали женщин, которые были согласны принимать участие в их разнообразных извращениях и заниматься проституцией под покровительством Роуз.
Одна такая женщина, Кэтрин Хеллидей, воочию увидела их коллекцию черных костюмов и масок для бандажа, а также кнуты и цепи. По счастливой случайности, Кэтрин удалось быстро разорвать все отношения с этой семейкой. Со временем Фред и Розмари стали все больше заботиться о создании минимальной видимости респектабельности. Не потому, что их волновало, что о них подумают люди, а потому что осознание того, что происходит в их доме, может поставить в опасность их нахождение на свободе. Длинная череда везения Уэстов подходила к концу. Одна из самых молодых девушек, которую Фред изнасиловал при помощи своей жены, рассказала о произошедшем своей подруге. Эта подруга обратилась в полицию, и дело поручили очень талантливому и настойчивому детективу Хейзел Сэвидж. Хейзел знала Фреда, когда тот еще был женат на Рене, и вспомнила истории, которые Рена рассказала о сексуальных предпочтениях Фреда. 6 августа 1992 года полицейские прибыли в дом Уэстов с ордером на обыск. Они искали детскую порнографию и признаки изнасилования несовершеннолетних. Полицейские обнаружили тонны порнографии и арестовали Роуз за содействие в изнасиловании несовершеннолетних. Фред был арестован за изнасилование несовершеннолетних. Хейзел Сэвидж допросила членов семьи и друзей Уэстов. Когда она разговаривала с Анной Марией, она впервые услышала шокирующую историю о том, как над ней издевались. Она также выразила беспокойство по поводу Шармейн, которую Хейзел знала еще со времен общения с Реной. У Хейзел было все, что нужно для предъявления обвинений в насилии над детьми. Но ей требовалось продолжать расследование исчезновения Шармейн, Рены и Хезер. Хейзел не была удивлена, что Хезер бесследно исчезла. Страховые и налоговые отчеты показали, что Хезер не работала и не посещала доктора на протяжении 4 лет. Это значило, что она либо покинула страну, либо была мертва. Младших детей забрали у Роуз и передали на попечение государства. Пока Фред сидел в тюрьме, а полиция подбиралась к Роуз, она приняла большое число таблеток и попыталась покончить жизнь самоубийством. Ее сын Стивен нашел ее и успел откачать. Позже она нашла способ сбежать от одиночества. Наелась конфет и смотрела диснеевские мультики. Фреду в тюрьме было не лучше. Он был очень подавлен и пытался жалеть себя. Но на самом деле ему везло. Пока что. Дело против Уэстов развалилось, когда 2 ключевых свидетеля отказались давать против них показания. Но семена были посеяны. Странное и бесследное исчезновение Хезер прочно засело в мозгу Хейзел Сэвидж. Следователь начала расследование местонахождения Хезер. Когда признаков девушки нигде не было обнаружено, Хейзел ужаснулась, что слухи о захоронении девушки под патио могут оказаться правдой. Следователи неоднократно допросили детей Уэстов. Фред грозил им, что если они не будут держать язык за зубами, то закончат точно так же, как Хезер. Это дело, которое уже широко освещалось в СМИ, вел детектив Джон Беннет. Наконец ему дали ордер на обыск дома и сада, но сложно было раскопать сад размером 5 на 20 метров. Кроме того, пристройка Фреда к дому была построена над частью сада. Такой обыск обошелся бы очень дорого и привлек ненужное внимание СМИ. Следствие по делу начало продвигаться, когда Фред признался в убийстве своей дочери и после того, как в саду нашли человеческие кости. Когда Роуз рассказали о признании Фреда, она заявила, что Фред запретил ей появляться дома в день исчезновения Хезер, и она понятия не имела, что дочь была убита. Полиция приступила к сложной задаче по раскопкам целого сада. Фреда пришлось временно отпустить до тех пор, пока против него не появится веских улик. Однако, когда Фред наблюдал, как полиция копается в саду, он знал, что нахождение останков Хезер и других жертв – лишь вопрос времени. Фред сказал своему сыну, что он совершил нечто поистине ужасное и собирается уехать на некоторое время. Стив вспоминал. Он смотрел на меня так зло и холодно. Он смотрел как будто сквозь меня. Наконец полицейские нашли останки расчлененной и обезглавленной женщины, а потом еще одной. Когда полицейские услышали об исчезновении Ширли Робинсон, масштабы расследования увеличились. Чтобы защитить Роуз, ответственность за все убийства Фред взял на себя.
Ему предъявили обвинения в убийствах Хезер, Ширли Робинсон и еще 3 неопознанной женщины. Кроме того, было начато расследование по поводу исчезновения Рены, а также Шармейн. По некоторым причинам Фред решил рассказать полиции о похороненных в подвале девушках. Фред признался, что убил их, но не признался, что насиловал. По его утверждению, все эти девушки сами мечтали заняться с ним сексом. Пока Фред рассказывал о своих убийствах, полицейские пытались разобраться в уликах. Сопоставить останки с именами было непростой задачей. В подвале было обнаружено 9 групп костей, и полицейские не знали, кому они принадлежали. Фред не сильно помог полиции, поскольку не мог вспомнить имен и деталей знакомства с девушками. Учитывая, что каждый год пропадает множество женщин, необходимо было проделать большую работу, чтобы сопоставить сообщения о пропавших без вести с найденными останками. По мере развития событий, Роуз решила бросить Фреда, чтобы спасти себя. Она попыталась выставить себя жертвой жестокого убийцы, но это получалось у нее не слишком убедительно. Последовательная работа полиции все же связала ее с преступлениями. Тела Рены, Анны Макфол и Шармейн были найдены при сотрудничестве Фреда со следствием. Но в случае с поиском Мэри Бастхольм Фред отказался сотрудничать, поэтому ее тело так и не было обнаружено. На совместном судебном заседании Фред пытался утешить Роуз, но она избегала его прикосновений. Полицейским она рассказывала, что Фред сделал ее больной. Между супругами-соучастниками произошел раскол. Поведение Роуз опустошило Фреда. 13 декабря 1994 года ему предъявили обвинение в убийствах 12 человек. И Роуз снова отмахнулась от него. Фред написал ей: «Мы всегда будем любить друг друга. Ты всегда будешь миссис Уэст. До скончания веков. Это важно для меня и для тебя». В полдень дня празднования Нового года, 1 января 1995 года, в тюрьме Уинсон-Грин в Бирмингеме, когда охранники обедали, Фред повесился у себя в камере на куске простыни. Он спланировал свое самоубийство заранее, чтобы его планы не раскрыли. Фред написал предсмертную записку. Роуз Уэст, Стиву и Мэй. Что ж, Роуз, твой день рождения 29 ноября 1994 года, и тебе исполнится 41 год. А ты все еще красива и привлекательна, и я люблю тебя. Мы всегда будем любить друг друга. Самая прекрасная вещь в моей жизни – момент, когда я встретил тебя. Наша любовь для нас особенна. Так что, моя любовь, пообещай мне кое-что. Ты знаешь, что я имею в виду. Где мы соберемся навеки, зависит от тебя. Мы оба любили Хезер, и я бы хотел, чтобы Шармейн была с Хезер и Реной. Ты всегда будешь миссис Уэст до скончания веков. Это важно для меня и для тебя. А я не подготовил тебе подарок, но все, что у меня осталось, это моя жизнь. И я отдаю ее тебе, моя дорогая. Когда будешь готова, приходи ко мне. Я буду ждать тебя. Внизу записки было нарисовано надгробие со словами: в память о Фредди Уэсте, Роуз Уэст. Покойся с миром там, где не падают тени. В совершенном мире, где он ожидает Роуз, свою жену. Тело Фреда было кремировано 29 марта 1995 года. На похоронах присутствовало всего 4 его детей. На 5-минутной службе не пелись гимны. Преподобный Роберт Симпсон процитировал отрывки из 22-го псалма, а затем напомнил присутствующим, что они должны помнить всех пострадавших в этих трагических событиях. Прах был развеян на Барри-Айленде, курорте, очень популярном среди взрослых и детей. После ареста родителей в 1994 году 4 младшим детям Уэстов были изменены имена, чтобы защитить их от дурной славы родителей. Каждый ребенок воспитывался в приемной семье. Останки Рены и ее дочери Шармейн были кремированы. По настоянию Анны Марии Уэст, мать и дочь лежали в одном гробу, скорбящим запрещалось приносить на службу розы.
Следователь Хейзел Сэвидж за проявленную настойчивость и рвение в проведении расследования была награждена Орденом Британской империи, младшим рыцарским орденом в британской наградной системе. Джон Уэст, младший брат Фреда, в ноябре 1996 года повесился в гараже своего дома в Глостере. На момент смерти он проходил обвиняемым по делу о многочисленных изнасилованиях своей племянницы, Анны Марии, и других несовершеннолетних девушек в 70-е годы. Несмотря на недостаток прямых доказательств, которые могли бы связать Роуз с убийствами, она отправилась под суд 3 октября 1995 года. Большое число свидетелей, среди которых были Кэролайн Оуэнс, мисс А и Анна Мария, под присягой сообщили, что Роуз проявляла особый садизм при изнасилованиях молодых девушек. Цель обвинения, который возглавлял Брайан Левисон, заключалась в том, чтобы создать плотную паутину косвенных доказательств вины Роуз. Защита во главе с адвокатом Ричардом Фергюсоном пыталась доказать, что доказательства участия Роуз в изнасилованиях не являются доказательствами ее участия в убийствах. Роуз не знала, что делал Фред, когда он убивал девушек и закапывал их в разных местах. Адвокат Фергюсон совершил ошибку, когда поставил Роуз на трибуну. Ее неповиновение присяжные уловили очень ясно. Кроме того, обвинению удалось извлечь из нее порочащие сведения, что явно разозлило ее. У присяжных сложилось четкое представление, что Роуз плохо обращалась с детьми и что она лгала по поводу своей невиновности. Наконец, защита воспроизвела записи Фреда Уэста, описывающего, как он убивал жертв, пока Роуз не было дома. К несчастью для Роуз было доказано, что Фред лгал в ключевых моментах. Из-за этого все его слова были подвергнуты сомнению. Наиболее драматические показания дала Джанет Лич, которую назвали попечителем, свидетелем на допросах Фреда Уэста в полиции. Наедине Фред сказал ей, что Роуз была причастна к убийствам и что Роуз убила Шармейн и Ширли Робинсон без него, но что он заключил сделку со своей женой, чтобы взять всю вину на себя. Джанет была настолько потрясена этим конфиденциальным признанием, что у нее случился инсульт. Только после смерти Фреда она почувствовала, что может рассказать полиции о том, что он ей сказал. После дачи показаний она потеряла сознание, и ее пришлось доставить в больницу. В своем резюме прокурор Левисон назвал Роуз стратегом и доминирующим партнером. Доказательства того, что Розмари Уэст ничего не знала, не заслуживают доверия. Адвокат Фергюсон в своем резюме подчеркнул, что улики указывают только на Фреда. Присяжным потребовалось минимальное количество времени, чтобы признать Роуз виновной в убийствах Шармейн, Хезер, Ширли Робинсон и других девушек, похороненных на территории дома. Судья приговорил ее к пожизненному заключению по каждому из 10 пунктов обвинения. В марте 1996 года Роуз объявила о своем намерении обжаловать свой приговор, утверждая, что широкое освещение в прессе сделало показания свидетелей ненадежными, что не существует вещественных доказательств, подтверждающих ее участие в каком-либо из убийств, что последние инструкции, данные судьей присяжным, были предвзяты в пользу обвинения, и что аналогичным фактическим доказательствам, представленным в ее суде, было придано чрезмерное значение. Ее апелляция была отклонена судьей, который утверждал, что Роуз получила справедливое судебное разбирательство и эффективное юридическое представительство. В июле 1997 года тогдашний министр внутренних дел Джек Стро подверг Роуз пожизненному заключению на всю жизнь, что фактически лишило ее возможности условно-досрочного освобождения. Это был второй случай применения пожизненного лишения свободы для женщины в истории Великобритании. Первой женщиной, удостоенной такой участи, стала Майра Хиндли. Роуз снова объявила, что подаст апелляцию на свой приговор через своего адвоката в октябре 2000 года. В сентябре 2001 года она объявила о своем намерении отказаться от апелляций, заявив, что никогда не почувствует себя свободной, даже если ее освободят. Она настаивает на своей невиновности по каждому из убийств. И старшие биологические дети Роуз, и ее приемная дочь Анна Мария регулярно навещали ее в тюрьме.
Однако в 2006 году она разорвала связь с детьми после того, как Мэй начала задавать вопросы о ее возможном участии в убийствах. Единственным посетителем, которого Роуз продолжает принимать в тюрьме, является Анна Мария, которая позже сменила имя на Энн Мари. Тело бывшего друга и соседа Уэста, Терренса Крика, было найдено в его машине в районе Скарборо в январе 1996 года. Ему было 48 лет. Крик познакомился с Фредом, когда тот жил в парке трейлеров в 1969 году. Он несколько раз сообщал властям о Фреде после того, как Фред показал ему хирургические инструменты, которые Фред, по его словам, использовал для проведения незаконных абортов, а также полароидные снимки гениталий испытуемых, которые, как он утверждал, он сделал сразу после процедур. Крик также сообщил властям, что Фред попросил его помочь находить для него беременных девушек для проведения абортов. Крик считал, что информация, которую он предоставил полиции, была проигнорирована, поскольку Фред был известным полицейским осведомителем. Стресс и чувство вины, которые Крик почувствовал в связи с тем, что информация, которую он предоставил, не привела к предъявлению обвинений, по-видимому, послужили причиной его самоубийства. Следствие позже сделало заключение о самоубийстве в результате отравления угарным газом. В 2004 году один из младших детей Уэстов, Барри, утверждал, что был свидетелем убийства своей сестры Хезер. По словам Барри, которому в то время было 7 лет, Фред и Роуз заперли, а затем подвергли Хезер сексуальному и физическому насилию. Затем Роуз неоднократно ударяла девушку по голове, пока та не перестала двигаться. Дом Уэстов по Кромвель-стрит был снесен в октябре 1996 года. Все обломки дома сразу же были уничтожены, чтобы не допустить их растаскивания охотниками за сувенирами. В прессе этот дом окрестили домом страха. На месте дома позднее проложили дорогу. В 1999 году Анна Мария Уэст попыталась совершить самоубийство посредством утопления в реке Северн. Стивен Уэст также попытался повеситься в 2002 году. В 2004 году он отправился в тюрьму на 9 месяцев за неоднократные половые связи с 14-летней девочкой. Младший сын Уэстов, Барри, покончил с собой в октябре 2020 года в возрасте 40 лет. Он умер от передозировки наркотиков. Известно, что он боролся с наркозависимостью и психическими проблемами, возникшими в результате жестокого обращения, которому он был свидетелем и которому он подвергся, будучи ребенком. Согласно документальному фильму 2020 года, Роуз Уэст и Майра Хиндли сблизились в тюрьме благодаря своим похожим преступлениям. У них начался роман, который впоследствии прекратился из-за разногласий.